Друзья, привет всем, кто занимается с каналом Росторез. С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. Сегодня мы продолжим ставшую уже традиционной серию рассказов про Японию. Итак, поехали! Осенью в Японии стартовала правительственная программа по сокращению количества пустующего жилья. Для этого невостребованные дома в разных частях страны раздадут бесплатно или продадут за символическую цену. Таких жилищ в стране, согласно статистике, насчитывается 8 миллионов, и большая часть из них пригодна к проживанию. Основными причинами, из-за которых японцы не хотят жить в некоторых домах, считаются природные бедствия, снижение количества молодежи и суеверия. В сентябре 2018 года страна впервые в истории установила печальный рекорд. 20% ее населения составили люди старше 70 лет. Также в Японии снижается рождаемость, а количество самоубийств или смертей от переутомления среди молодежи неуклонно растет. Важную роль играет также менталитет японцев, которые независимо от возраста очень суеверны. Молодежь не горит желанием жить в домах, где кто-то умер от старости, болезни, совершил суицид или был убит. Для выявления такой недвижимости даже существует специальный онлайн-сервис Oshimaland, где можно найти информацию о таких нежелательных объектах, расположенных по всему миру. Исследовательский институт Номуры подсчитал, что при сохранении нынешних темпов старения населения к 2033 году в Японии будет уже 21,7 миллиона единиц брошенного жилья. Эта цифра составляет 30% современного жилого фонда страны. Муниципалитеты, в которых много пустующих домов, получают меньше налогов и сборов на фоне снижения стоимости земли. Также акия, так называют японцы дома без хозяев, создают вокруг себя лишние хлопоты и дискомфорт. Они неважно выглядят, подвергаются нападениям вандалов, служат местом сбора для криминальных элементов и несут в себе угрозу обрушения. Пустующие дома часто расположены возле больших городов. Власти префектур рассчитывают на то, что жители мегаполисов с радостью согласятся покинуть тесные квартиры в шумных районах и перебраться в просторные загородные дома. В некоторых случаях дома будут отдаваться еще и с доплатой. Правительство готово выделить небольшие суммы, которые пойдут на ремонт особенно долго пустовавших объектов. Но не спешите завидовать японцам. Далеко не все дома будут передаваться новым владельцам бесплатно. Большая часть пригодной для жилья недвижимости будет все-таки продаваться,
хотя и по очень низким ценам. Для того, чтобы упростить выбор будущим владельцам, созданы специальные сайты IKEA-банки. По сути, это интернет-магазин, позволяющий приобрести дом максимально быстро, не покидая удобного кресла. Но популярное японское издание Rethink Tokyo не рекомендует торопиться с выбором, даже если вы нашли на сайте дом, который великолепно выглядит и находится в удачном месте. Перед оформлением права собственности стоит позвать эксперта, который оценит реальное состояние здания. Увы, но бывает и так, что привлекательное внешнее здание имеет проблемы, которые можно исправить только дорогостоящим ремонтом. Чаще всего проблемы пустующих японских домов связаны с термитами, плохой вентиляцией и протечками воды. Насекомые способны разрушить деревянные элементы здания, а вода и сырость приводят к появлению грибка и плесени. Также дом, лишенный серьезных проблем, после нескольких лет запустения обычно нуждается в ремонте. Чаще всего приходится восстанавливать санузел и ванную, а это не дешевое удовольствие. Ремонт 3 квадратных метров санузла может обойтись новому владельцу недвижимости до 800 тысяч йен, около $5000. Если повезет, то удастся получить государственную субсидию на восстановление дома. Эта программа создана для помощи тем, кто хочет восстановить заброшенное здание. Условия получения такой помощи отличаются в разных префектурах, поэтому в каждом случае нужно уточнять правила. IKEA часто не покупают, а берут в долгосрочную аренду на 25-30 лет с последующим выкупом. Ежемесячная выплата в этом случае составляет около 50 тысяч йен, $337. Нередко стоимость дома составляет менее миллиона йен, $6,7 тысяч. Очень заманчивы предложения, связанные с банкротством предыдущих владельцев. Такие дома можно приобрести очень дешево. Но эксперты не рекомендуют связываться с этим жильем, так как оно нередко имеет криминальное прошлое. Бывает и так, что бывший хозяин связан с якудза или другими криминальными группировками. Брошенный дом в Японии может купить как гражданин страны, так и иностранец. Но при этом нужно учитывать то, что приобретение недвижимости в этой стране не означает автоматическое получение гражданства. Даже статус временного жителя могут получить только работающие, обучающиеся или сочетавшиеся браком с гражданами Японии. Единого сайта
с общей базой доступного жилья в стране не существует. Поэтому, чтобы найти хороший вариант, нужно искать на разных ресурсах. Все такие сайты, как правило, на японском языке. Поэтому придется пользоваться переводчиком. Собственные сайты-каталоги есть у большинства префектур. А кроме этого, свои ресурсы с описанием недвижимости имеют и более мелкие административные образования, например, районы. Можно воспользоваться также риэлторскими сайтами, где предложения сортируются по месту расположения, цене и другим критериям. Самыми популярными из них считаются Фурусата.нет и Инака.нет. Но лучшим вариантом поиска домов Акия является обращение к администрации конкретного населенного пункта. Не все дома выставлены на сайтах, и, общаясь с чиновниками, можно узнать про очень хороший вариант. Популярны у людей, ищущих недвижимость, и сайты, собирающие информацию про Акия из разных источников. Чтобы найти с их помощью дом, нужно сформировать запрос на японском языке из двух частей – Акия банк и название интересующей местности. Скопируйте в субтитрах две фразы на японском языке. В результатах поиска отобразятся предложения на территории Тибы. Друзья, вот такое интересное предложение. Буду рад, если напишите в комментариях, не хотите ли вы купить дом в Японии и в какой стране вы живете сейчас. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!